Ciao, ragazzi! У всех у нас есть, скажем так, аксиома, что фундамент нашей цивилизации – это греческая античность. Это действительно так, спорить с этим неразумно. Но древние греки не были создателями цивилизации. В действительности они ее очень творчески и по-своему, через свою культуру, через свою мифологию переосмыслили, благодаря чему и возникло это греческое чудо, которое мы все знаем и которое стало основой нашей цивилизации. Очень часто самые развитые цивилизации – это те цивилизации, которые впитали в себя все другие культуры и переосмыслили их. Но нужно понимать, что они ее не создавали, они ее позаимствовали. Точнее, они позаимствовали у других великих древних цивилизаций кое-какие цивилизационные формы. Перке. Почему? Потому что в начале своей истории они были народом моря, такого пиратского типа, которые на конце бронзового века разбили все великие царства Ближнего Востока. Они жили тем, что плавали в море, были неписьменным народом и заимствовали все у других народов. С Египта, с Месопотамии, с Азии, конечно же, еще и с Крита. И это очень и очень хорошо, потому что именно в этих культурах возникли все цивилизационные вещи, все цивилизационные изобретения, в которых мы сегодня существуем. Это изобретения, конечно же, были переосмыслены сначала античной культурой, затем древнеримской, потом христианской, средневековой, ну и так далее. Вот карта, где показаны эти первые цивилизации, которые создавали все с нуля, которые не заимствовали что-то у других цивилизаций. Это крито-микейская цивилизация, это египетская цивилизация, это шумеры, наша сегодняшняя тема, это аккадская цивилизация. Как вы видите, эти цивилизации касаются Средиземного моря. И это та же самая среда, которая близка к Европе, которая повлияла на европейскую цивилизацию. Несмотря на то, что философ Платон говорил про греков, что они ничего про себя не помнят, а вот те же египтяне, как он говорил, помнят про себя все. Даже то, что было 10 тысяч лет назад, это он, конечно же, намекает на Атлантиду. А греки, вот его собственные граждане, его собственный народ, настолько стали праздными, что любое событие спустя 50 лет они уже забывают, и это становится для них просто мифом. Так Платон критиковал свой народ. Но я бы тут, честно говоря, вступил бы с ним немножечко в полемику, потому что греки помнили, и помнили все очень хорошо. И они помнили все именно благодаря мифам, в мифологический способ. И это неплохо, потому что мы знаем, что это нормально для человеческой психики. Благодаря науке 21 века, политологии, мы знаем, что народы живут мифами. Посмотрите на геополитику, там же все сплошная мифология. Не зря же даже сегодня, спустя столько тысяч лет, мы все еще знаем наизусть эти мифы. Мы питаем этими мифами свою культуру, свое мышление, свое искусство. И все. Аллора, баста, введение. Начинаем с территории, которую условно называют плодородный полумесяц. Это край, который состоит из речных долин. Там очень хороший климат и очень качественная вода, благодаря чему земли этих долин невероятно плодородные. Именно здесь, в этих долинах, и рождаются первые цивилизации городского типа. Именно в этом регионе происходят все те процессы, которые повлияли на это. Например, такой процесс, как неополитическая революция. Это процесс, когда племена охотников и собирателей перешли от присваивающего хозяйства, то есть это когда бродят по всему миру, как разбойники, и силой забирают что-то у кого-то, и они от этой формы переходят к производящей экономике. Это значит уже сельскохозяйственная жизнь. Это земледелие, огороды, картошка,
редиска, козы, коровы, свиньи, вот это все. Другими словами, именно здесь племена охотников перестали бродить по миру и начали одомашивать диких животных, строить себе дома, крепости, а затем и целые города, а после и великие цивилизации. И на этой лекции мы поговорим про одну из них. Это загадочные шумеры. Вообще, все первые города – это речные культуры, которые жили вокруг рек. Шумеры и Египет относятся к этим речным культурам. Вы видите на этих иллюстрациях, что они рыли каналы, делали дамбы, направляли воду в определенные места, там, где были их огороды. Также в этих каналах они выращивали некоторые растения и определенные виды рыб. Все было очень хорошо продумано, и все это требовало коллективной ответственности, определенных социальных структур и сообществ. Это стало началом строительства целых городов, чьими культурными достижениями мы пользуемся и сегодня, спустя много тысяч лет. Шумеры и Египет – это две цивилизации, которые развивались независимо друг от друга. Каждый шел своей дорогой. Поэтому эти две цивилизации построили два абсолютно разных типа городского общества. Хочу обратить ваше внимание на две интересные наблюдения. Первое наблюдение – это одинаковые природные условия возникновения этих двух цивилизаций. Очень и очень похожие природные условия, но при этом у этих культур абсолютно разное отношение к природе и абсолютно разный тип общества, в том числе различия даже в их религии. Местами они даже кардинально противоположные. Это вызывает удивление. Но мы об этом немножечко поговорим чуть позже. Более детально про эти еще тонкие планы этих религий я рассказываю на своем отдельном курсе лекций под названием «История души». Ссылка в описании под видео. Второе интересное наблюдение – это то, что Шумеры и Египет – это речные цивилизации. Река – это прямой источник всей их жизни, но при этом они как-то пренебрегали морем, они редко использовали его, в отличие от тех же греков или критян, которые построили свои великие государства и свою великую культуру на отношениях с морем. Они строили немало кораблей и так далее. Allora andiamo avanti. Шумеры – это Месопотамия. Еще называют этот регион как Междуречье, потому что он находится в долине двух рек – Тигра и Эфрата. В конце 5-4 тысячелетия на эту территорию приходит загадочный народ, известный как шумеры. Почему загадочный? Потому что, несмотря на то, что сегодня мы его изучили очень и очень хорошо, но мы до сих пор не знаем его происхождения, непонятно, откуда он появился, ведутся разные споры на этот счет, есть разные теории, даже шумерский язык вызывает вопросы. Дело в том, что шумерский язык – это изолированный язык, то есть это значит, что этот язык не входит ни в одну известную на сегодня языковую семью. Что мы знаем о шумерах сегодня? Мы точно знаем, что они пришли с тех мест, где было много моря, где были высокие горы. Почему? Потому что, исходя из религиозных верований, их боги живут на вершинах гор, а города обычных смертных жителей всегда строятся на равнинах, внизу. Это требовало от них всегда строить искусственные горы, на вершине которых они строили храмы для своих богов. Детально об этом я расскажу чуть позже. Как внешне выглядели люди шумерской цивилизации? На самом деле мы не знаем. До нас дошли вот такие статуэтки, которые они приносили в храмы, чтобы там молиться. То есть эти статуэтки – это своего рода молитвенники за владельца этих статуй. А это значит, что это не портретное изображение человека. Это символическое изображение.
Но даже если это так, то с этих статуэток тоже можно сделать определенные выводы. Por ejemplo, например, эти статуи всегда находятся в позе адорации, то есть это молитвенная поза перед божеством. Мы видим, что у них широко раскрытые глаза. Это можно интерпретировать как то, что эти статуи никогда не спят, они всегда молятся. Но также эти широко открытые глаза говорят еще кое о чем. Как вы думаете, о чем они могут еще говорить, эти широко открытые глаза? Этот вопрос на самом деле среди историков открытый. Есть разные теории на этот счет. Por favor, оставьте, пожалуйста, свой комментарий со своими размышлениями на этот счет. Это невероятно интересно. У меня есть свои мысли, которыми я хочу поделиться с вами. Мне кажется, что эти широко открытые глаза говорят нам о том, что там есть что видеть, что когда они молятся, то они видят своего Бога. И видят они его не символично, не как какой-то невидимый дух. Знаете, как современные популярные религии часто говорят, что нужно закрыть свои глаза, устремить взгляд внутрь себя, внутрь своего сердца, где-то там внутри тебя Бог настоящий. Нет, шумеры мы видим, что у них глаза открыты, и они смотрят перед собой, вверх. Это совершенно другая логика, другая формула молитвы. Мы находим таких статуэток очень-очень много, и все они имеют открытые глаза. Они смотрят на что-то. Причем эти статуэтки — это храмовые статуэтки. Их находят возле храмов. И все они смотрят на что-то извне, на что-то внешнее, когда молятся. Они смотрят на окружающий внешний мир, а не на внутренний. Это очень интересно. Что вы думаете на этот счет? Логично или нет? Оставьте свои комментарии, мне интересно мнение каждого, потому что этот вопрос открытый, у ученых нет ответа, есть только теории, и чем больше мыслей, особенно мыслей разных людей, разных культур, тем легче нам будет найти истину. Почему я так думаю? Потому что боги шумеров — это боги материи. Они не какие-то там бесплотные духи, типа там древних культур. Часто, знаете, встречается невидимый дух воды, дух невидимый камня, дух волка, дух медведя и так далее. У шумеров такого нет. Их боги могут быть увиденными. И я хочу это подчеркнуть. Это главное, что вы должны запомнить в шумерской религии. Боги шумеров материальны. Они воплощены в плоть и могут быть физически увиденным человеком. И вся их мифология, весь их народный эпос говорит о том, что боги появляются перед людьми и разговаривают с ними. Причем сделаю акцент тут еще на том, что в мифологии шумеров боги появляются перед людьми не с неба, не с кустов, не с какого-то там волшебного сияния, а появляются они перед человеком, как обычный человек перед другим человеком. Вот как я перед вами, да, там, раз вышел там с кадра, вах, вошел в кадр. Вот так легко и просто, без всяких там магических волшебных сияний. Теперь немного давайте поговорим о культуре шумеров. Все шумерские города — это города, которые в центре имеют храмовый комплекс. То есть они строят свои города вокруг храма, который строится на вершине горы, из-за чего их часто еще сравнивают с египетскими пирамидами. Еще интересно, что земледелие шумеров как-то идеально так вписывается в обслуживание храмового комплекса и их мифологию. Но об этом чуть позже. Вот фотография этих земель. Вы видите, что если немного отойти подальше от реки, то грунт выглядит не очень плодородным. И это действительно так, потому что только рытье каналов делает плодородными эти земли, которые находятся подальше от рек. Причем рытье каналов в этом глинистом грунте прослеживается во множестве мифов и текстов шумеров. Типа шумерский народ — это люди, которые постоянно роются в глине. Типа их боги тоже роются в глине.
но они не хотят этого делать, и поэтому боги создают человека, чтобы он вместо них рыл эту глину, занимался вот этой тяжелой грязной работой. Поэтому из-за такой тесной связи жизни с глиной шумеров часто еще называют цивилизацией глины, что тоже является очень точной и верной формулировкой. Вот реконструкция шумерского поселения. Мы видим сельскохозяйственное общество и видим эти самые каналы. На всех реконструкциях шумерской жизни вы будете видеть эти каналы, потому что все шумерские города построены на искусственных каналах. Нужно еще сказать, что реки Тигра и Эфрат разливаются очень часто, поэтому часто были и наводнения, которые могли затопить все города. Поэтому шумеры редко строили города прямо возле реки. В основном они рыли огромные каналы, настолько большие, что даже кораблик мог проплыть по ним. И уже от этих огромных каналов они отводили много мелких каналов на свои огороды. После каждого наводнения эти каналы размывало, потому что грунт глинистый, и приходилось заново рыть и все обновлять. Как вы понимаете, не просто так шумеров называют цивилизацией глины, потому что им постоянно нужно было рыться в глине, вечно вот что-то строить из нее. Это, можно было сказать, было главным делом их государства – рыть каналы. Это было частью их культуры во всех сферах. Но нужно понимать, что они не только рыли глину, они строили из глины дома, здания, они также орали глину, сеяли на глине, и благодаря плодородному илу и богатой на минералы воды, они получали очень хороший, богатый урожай. Территория, где жили шумеры, была абсолютно пустой. Там не было ни древесины, ни камня, ни золота, ни каких-то других полезных ресурсов. Вообще ничего нет. И если вы, например, играли в игру Warcraft или Герои Меча и Магии, либо в Доту, Линейка, то это та самая пустая земля, где ресурсов вообще нет. Собирать просто нечего. Там есть только хороший грунт и хорошая речная вода. Поэтому шумеры сделали ставку на земледелие и торговлю, потому что все необходимые ресурсы им приходилось покупать, менять на еду или даже завоевывать, потому что в эпосах мы тоже встречаем типа такие мотивы, там царь шумеров вместе с войском пошел куда-то, чтобы принести в город двери из кедрового дерева, чтобы поставить их в храме. И это по эпосу прямо такое важная миссия, которую цари выполняли для своего города. Это говорит нам о том, что дерево у них было в дефиците, и им приходилось сражаться за него или куда-то очень далеко отправляться. Из этой информации вы можете понимать, что шумеры очень редко обжигали глину. Это очень дорого, и они не могли себе это позволить. По крайней мере, не все жители. Потому что для огня тоже нужна древесина, дерево. Поэтому опаленная, обожженная глина использовалась крайне редко, только для каких-то там очень важных зданий. Даже когда они опаливали свои таблички, на которых они писали что-то, вы их видите на экране, то они экономили на этих табличках, и они не обжигали их до конца. Поэтому эти таблички для письма очень сильно крошатся изнутри, из-за чего очень много теряются, потому что очень быстро разрушаются. К слову сказать, шумеры изобрели одни из первых письменность. Письменность на Земле с полного нуля изобретали всего 4 раза. Остальные случаи это позаимствованная письменность у соседей, либо у соседей соседей и так далее. Эта письменность шумерская называется клинопись. Что такое клинопись? Это глиняная табличка, на которой палочкой выдавливают символы. Именно выдавливают. Не проводят линии, а именно давят палочкой определенные символы. Из-за чего получаются следы, немного похожие на то, как будто птичка походила на незастывшей глине. Такую письменность они специально изобрели для своего уникального языка. Почему уникального? Потому что
Мы не знаем, к какой языковой семье их язык может вообще принадлежать. Их язык полностью уникален и не похож на какие-то другие языки нашей планеты. Это чрезвычайно удивительно. Запомните этот факт. Allora, andiamo avanti. Дальше шумеры начинали строить свою цивилизацию где-то в IV веке до Рождества Христова. И где-то в 3300 год мы уже находим шумерские города, которые дают твердую уверенность нам в том, что это именно шумерская цивилизация. Они построили первые настоящие города в полном смысле этого слова. И где-то в третьем тысячелетии на шумерские земли приходит другой народ семитской группы, известный как Аккад. Они тогда были кочевниками, бродягами и не имели свою письменность. Перейдя к шумерам, они очень быстро с ними ассимилировались. Они позаимствовали их письменность, они впитали в себя их культуру и религию, и даже их политическую форму правления, и общественный строй, и все прочие цивилизационные изобретения. В итоге получился двуязычный этнос. Два разных народа и два разных языка в одном государстве. И что интересно, в этом государстве вообще не было никакого национального вопроса. Там не было всяких там идей националистов, национального сознания типа вот это истинный ариец нордического шумерского типа, а вот этот неистинный ариец шумерского типа. В этом плане их мышление было намного развитее, чем у многих наших современников. Более того, шумеры себя не называли шумерами. Это сейчас мы так их называем для научного удобства. Они себя называли Саггига, что в переводе с шумерского языка означает черноголовые, черные головы. Причем аккады, второй народ, который пришел на их земли, тоже начали себя так называть, только на своем языке, что говорит о том, что это название не имеет буквальный смысл, типа черноголовые, да, в буквальном смысле. Черноголовые нужно понимать, скорее всего, в каком-то метафизическом, символическом значении. Кстати, на этом моменте хейтеры, которые меня критикуют, что я будто делаю неправильное ударение в слове «шумеры», могут пойти в одно место, за ту самую храмовую дверь из кедра. Потому что само название «шумеры» — это искусственное название, придуманное в XIX веке. И это научная ошибка, которую условно приняли для удобства. На других языках народ шумеров называется и звучит по-другому. Google в помощь, мои драгоценные умные рогатини. Теперь религия шумеров. Каждый шумерский город был своей державой. Не было какого-то общего государства. Был так называемый Нипурский союз. Этот Нипурский союз не был политическим союзом, он был скорее религиозного характера. Это руины священного храма в городе Нипур, который был религиозным центром шумеров. В Нипуре находился храм главного бога шумеров – Эмилия. Этот бог был покровителем царской власти, и именно в этом храме, именно в этом городе каждый царь шумеров должен был получить ритуальное право на свое царство. Каждый город с точки зрения шумеров имел своего бога-покровителя, который управлял или следил за городом. Каждый этот бог жил в своем храме на самой высокой возвышенности, и там в его храме жители города могли его увидеть. Там стояла статуя божества, которая его изображала. Эту статую 2 раза в день кормили, приносили разные вкусные блюда, и после того, как бог попробовал эти блюда, их начинал есть сам царь. Это было что-то вроде передачи божественной энергии от статуи бога через еду в царя. Также эту статую 2 раза в день переодевали, намазывали всякими маслами, мыли и обкуривали разными благовониями. Исходя из археологии, мы понимаем, что жители города относились к этой статуе, к главной статуе своего бога, как к совершенно живому существу.
о котором нужно очень сильно заботиться и максимально ухаживать за ним. Также нам известно, что шумерская цивилизация в начале своей истории не имела какого-то общего пантеона богов, как, например, древние греки. У шумеров в начале своей истории были местные божества, локальные, и каждое божество управляло своим городом. То есть, другими словами, во главе каждого города был человек, царь, мэр, вождь, это все синонимы, а выше этого городского менеджера стоял бог, который имел статую себя в храме на самом высоком месте в городе. И очень интересно и важно, что иногда этого бога можно было увидеть в храме во плоти, в материи. В текстах, в эпосах шумеров мы часто встречаем, что бывало бог выходит из своего храма на горе и обращается к жителям внизу, что-то им там рассказывает, объяснял. Иногда к нему даже подходил царь города, и они вместе общались, что-то обсуждали. Бог рассказывал ему, как управлять городом, и все жители города снизу видели, смотрели, как они вдвоем общаются. Какой внешний вид был у этого бога, мы, к сожалению, не знаем. Очевидно, что каждый бог выглядел как-то по-своему, потому что этих статуй у нас практически не сохранилось, все вот это разрушенное, к сожалению, что делать? Бывало даже, что когда царь одного города шел войной на другой город, то он писал в своих текстах, что это типа царь моего города решил пойти войной на бога другого города. Интересный такой момент для размышлений. Это может говорить о том, что шумерская политическая история – это история взаимоотношений шумерских богов, а не самого народа. Идеально с точки зрения политтехнологии. Как выглядел шумерский храм? Это архитектура шумеров. Это белый храм в Урке. Он считается одним из первых храмов. Обратите внимание, что он построен на возвышении. Как я говорил в начале лекции, это искусственное возвышение. Это специально построенная платформа из глины, потому что Бог должен находиться на самой высокой точке в городе. Плюс, как я уже говорил, у них часто были наводнения, поэтому храм – это место, где жители города могли спастись в случае потопа. Затем архитектурные идеи начали активно развиваться, и у них появилось то, что сейчас считается, скажем так, визитной карточкой шумерской цивилизации. Когда мы говорим о шумерах, первая ассоциация – это всегда приходят вот такие вот башни зиккурат. Это уникальное строение. Это такие, как вы видите, многоступенчатые пирамиды. И вот эта пирамида, или более правильнее назвать ее башней, она была главным центром в городе. Как все происходило? Сначала строилась искусственная гора из глины, на ней строился высокий храм, а затем вокруг этого храма, как обслуживающая его инфраструктура, строился город. Именно в таком порядке. Причем я хочу подчеркнуть, что внутри этой пирамиды, внутри этой искусственной горы из глины, как правило, не было никаких помещений или туннелей, как, например, в тех же египетских пирамидах. Это в основном были просто искусственные горы, которые были обложены кирпичами. Иногда на этих кирпичах есть вот такие вот записи клинописью. Очень интересно, как заклинания какие-то. Очень интересно, очень так мистически выглядит. Эти кирпичи зачастую не были обожженными, потому что, как я уже говорил, это было очень дорого, дерево у шумеров было в дефиците, и обожженный кирпич использовали для храмов. Также и камень был дефицитом, и им обкладывали только какие-то важные здания. Это зиккурат города Ура. Кстати, именно в этом городе археологи нашли уникальное произведение искусства, которое мы условно назвали как штандарт Ура. Это уникальное наследие шумерской цивилизации. Я снял видео про нее. Очень рекомендую посмотреть мое видео про него. Это очень старое видео. Я тогда еще был совсем молодым искусствоведом, юным. Поэтому mi scusi. Allora, иногда эти зиккураты сравнивают с пирамидами. Но это не так, это даже грубо.
так ошибка говорить, потому что это архитектурное строение не является пирамидой. Все, что общего у него с пирамидой, это только четырехугольное основание, и в основе он немножечко напоминает издали форму треугольника. Сначала эти зиккураты имели несколько ступеней, затем со временем, с развитием цивилизации, городов, во время Вавилона, с ростом их домов, они начали строить эти зиккураты еще выше, аж до 7 ступеней доходили. Этот зиккурат находится, например, в Вавилоне, он называется Этаминаки, что переводится как «место, где небо встречается с землей». И это также прообраз той самой легендарной Вавилонской башни, потому как это сооружение считается самым высоким их сооружением. Ее высота была 91 метр, и длина основы тоже где-то была 90 метров. Раз мы заговорили про Вавилон, то давайте я еще немного расскажу эту тему, чтобы у вас картина была намного более полная. Это Вавилон времен Навуходоносора. Это, как вы понимаете, самый величественный этап этой цивилизации. Это очень точная реконструкция. Вы видите дорогу процессии Мердука, которая идет к воротам Иштар. Вот эти ворота с реконструкции. Это реальные ворота в музее. Это были чрезвычайно роскошные и дорогие ворота, потому что они были сделаны не просто с обожженного кирпича, что само по себе было невероятно дорого на такую огромную конструкцию. Это еще и глазурованный кирпич, который нужно 2 раза обжигать. Для того времени и для тех мест это как для нас построить похожие ворота, но с чистого золота. Такие дорогие ворота были сделаны по той причине, что Вавилон был очень могущественным и богатым городом. Статус требует соответствующие вещи. Если бы меня спросили сказать, какое самое главное правило жизни обычного шумерского человека, какой девиз жизни, какой главный принцип земной жизни, то если кратко, то жизненная кредо Шумера звучит примерно так. Что на небе, то и на земле. Перке, почему? Дело в том, что как-то так случилось в определенный момент времени, что боги шумеров, хоть они и не были богами стихии, они все равно были связаны с небом, и их верховный бог вообще является богом неба, и вся эта небесная гармония, за которой постоянно они наблюдали, были для них проявлением каких-то божественных действий. Именно из-за этого у шумерской цивилизации очень рано появилось наблюдение за звездами, за небесными светилами, за небом в целом. Поэтому они также были визионерами, передовой культурой в сфере астрономии и астрологии. Даже больше скажу, тот календарь, который мы пользуемся сегодня в наш 21 век, это календарь вавилонского времени. Мы позаимствовали наш календарь у них через Египет, 365 день, 12 месяцев, неделя из 7 дней. Это все вавилонское изобретение. Также 60 минут в часе, 60 секунд в минуте. Это тоже все вавилонский период. Даже 12 знаков зодиака тоже изобрели они. Кстати, астрология шумеров. То, что можно просчитать по месту рождения и времени, это тоже изобрели они. Сначала они не делали индивидуальные натальные карты и прогнозы на жизнь какого-то отдельного человека. Задачей шумерских астрологов было в первую очередь, по крайней мере в начале своей цивилизации, это просчитать судьбу города и судьбу одного года для всех жителей города. То есть это был такой общий прогноз. Судьбу царя, разумеется, как и все древние общества, они также отдельно просчитывали, потому что от правления царя зависит и благополучие города. Ну, это взаимосвязано, вы же понимаете. Прогноз на год был вообще чрезвычайно важен для жителей шумерского города. Они все чрезвычайно волновались в этот день, и только в конце своей культуры, в конце своей цивилизации, можно так сказать, они начали делать индивидуальные астрологические прогнозы для любого человека.
Почему они так кардинально поменяли свои принципы и начали делать прогнозы на каждого человека? Ну, ответ очень и очень простой. Это закономерно для всех империй, для всех великих цивилизаций. Под конец империи там начинается уже коррупция, люди забывают своих богов, на первую очередь приходит бизнес, и все идет в тартарары. Ну, например, шумеры начали так же само, как и в нашем обществе делать астрологические прогнозы ради денег не только людям, но и там собачкам, кошечкам, домашним животным. Ну, то же самое, что у нас. Почему все так вдруг резко изменилось кардинальным, да? Они начали делать прогнозы под конец своей империи для любого человека. Ну, это закономерно. Вы знаете по истории, что все древние цивилизации, все империи под конец своего существования, они там началась процветать коррупция, мораль падать, бизнес приходит на первую очередь. То же самое и здесь. Астрологи начали на этом зарабатывать деньги, и оказалось, что делать прогноз каждому жителю намного прибыльнее, чем одному человеку раз в год. Ну и все пошло-поехало. Вот это и начали делать прогнозы, как у нас сейчас там прогнозы для собачек, кошечек, хомячков, домашних животных. Вот это все. В общем, все начало под конец времени идти в тартарары. Ну, вы понимаете. Вообще смысл шумерской астрологии и астрономии не в том, чтобы просчитать судьбу или узнать будущее. Нет, это второстепенное. Главный смысл их астрологии состоял в том, чтобы понять, как построена небесная гармония. Шумеры знали, как двигаются планеты на небе. И они хотели понять, узнать, что же там в небе делают их боги. Потому что боги шумеров как-то очень сильно у них ассоциировались с планетами. Уже в аккадскую эпоху мы четко видим, что в их пантеоне верховные боги имеют свои престолы на звездах. И если эти светила в небе двигаются, то значит там что-то между богами происходит. И от того, что там будет происходить там между богами, то будет происходить и здесь, на земле, у шумеров. Вспоминаем правила жизни шумера, что на небе, то и на земле, что вверху, то и внизу. Поэтому, чтобы понять, что будет происходить здесь, на земле, нужно понять, что происходит на небе. Шумеры считали, что если мы своим мышлением сможем понять эту небесную гармонию, те принципы, по которым она живет, то мы тогда сможем попробовать воплотить ее здесь, на земле, спроектировать ее на свое городское общество. Это, скажем так, и была главная культурная миссия шумеров – понять небесную гармонию и попробовать воплотить ее здесь, среди людей. Что же это за небесная гармония, которую так сильно желали шумеры? Давайте попробуем ее немножечко понять. Шумерские боги Анунаки помогут нам в этом. Если мы посмотрим на мифы, на шумерские мифы, на мифы аккадского периода, на мифы вавилонского периода, они немножечко все меняются, то мы видим кое-что общее. У них есть иерархия, у них есть самый главный царь богов. Но этому самому главному царю богов почему-то никто не подчиняется, что странно для нас. Типа он же главный царь, но что-то как-то никто ему не подчиняется. Дальше по иерархии у них есть еще отец богов, всеотец. Когда он что-то говорит, то все его слушают, внимательно выслушивают, но все равно делают как-то по-своему, то есть тоже не подчиняются ему. Де юре написано одно, но де-факто получается другое. А получается, что среди богов шумеров была полная демократия. Все важные решения, которые принимают боги, они принимают на общем совещании богов, на котором они там голосуют, проводят дебаты. На этом совещании должно быть обязательно 50 великих богов. Почему 50, мы не знаем. Никакой информации на эту тему не осталось. Но их точно всегда должно быть именно 50. Что это за боги, мы тоже не знаем, потому что их имена не записывали. А если и записывали, то эти таблички глиняные, помните, я вам говорил, что они
плохо их обжигали, поэтому они изнутри крошатся. И поэтому это очень легко их разрушить. И еще во время 19-20 век черные археологи, либо не очень, скажем так, археологи, которые ценили культурное наследие, они там очень грубо все это рыли и очень много разрушили. Инсома. У шумеров было еще 7 великих богов, анунаков, которые населяли нашу землю. Для общего пантеона богов они были младшими богами, но для шумеров они считались старшими богами. В целом количество анунаков шумеры насчитывали более 1000. Прям как в Индии, да, столько богов, что не запомнишь все имена, а их мифологию это вообще нереально. В общем, анунаки также принимали важное участие на общем слете Совете богов. Por exemplo, например, чтобы вы понимали более ясно, решили как-то боги сделать потоп для человечества. Надоели им эти глупые люди, которые самостоятельно ни на что не способны, без богов, и они решили, например, их уничтожить. И это решение о потопе они принимают на общем совете богов. Не может один бог, даже если он всеотец богов, либо царь богов, либо еще какой-то там супербог, он не может принять это решение самостоятельно и реализовать его без одобрения других богов. Такая монархия у шумеров запрещалась. И еще интересно, что эти, так скажем, большие консилиумы, советы директоров, они всегда завершались банкетом, шведским столом. Забавно. Так все было в начале истории цивилизации шумеров. К сожалению, этот ранний этап их истории, он очень и очень плохо задокументирован. Потому что, как сказано, таблички разрушились. Не сохранилось тексты эти важные, многое разрушилось. Но мы точно знаем, что для самих шумеров этот ранний этап их истории, когда их цивилизация зарождалась, для них это было что-то эпичное, что-то очень легендарное. Они прям очень сильно заботились об этом времени. И, возможно, именно из-за этого этот ранний период у них очень хорошо отражается в их мифологии, эпосах и легендах, которые были чрезвычайно важны для них. То есть, резюмируя другими словами все сказанное, в начале их истории, до мирового потопа, до того самого потопа, о котором мы вроде бы как бы читаем в христианской Библии, в книге Бытия, в истории про Ноев ковчег, у них была полная демократия. Чтобы вы более правильно поняли, я должен еще рассказать о структуре шумерского общества. Шумерский город – это что-то вроде общины. Это не как современный город, столица, где соседи в аппаратно могут друг друга не знать, либо даже быть чужими друг другу. Это была большая община, которая строилась вокруг храма, а храм находился на искусственной горе. Это был для них что-то вроде священного центра общины. И земли, которые находятся вокруг храма, они принадлежали общине и использовались для сельского хозяйства. Эта земля делилась между главами, либо еще их можно назвать старейшинами, либо лидерами великих родов общины. Это, как правило, где-то 20 великих родов на один город, в зависимости от его, насколько большой город. И большая часть земли принадлежала храму. То есть всей землей распоряжалась община. Причем каждый житель города мог взять эту землю в аренду или даже купить ее. И если кто-то купил землю, то он мог делать с ней что хотел. Но при этом община обязательно присматривала за землей, чтобы на ней был порядок. Это не как у нас, знаете, кто-то решил купить землю в городе, либо отжать кусок земли с самым красивым пейзажем и захотел построить там торговый центр или новостройку на 20 этажей, тем самым испортив культурное наследие или закрыв самый красивый вид для других жителей города. Нет, община такого беспредела не допускала, и они все вместе солидарно следили за порядком. Если возникали какие-то вопросы, то они решали эти вопросы все вместе. Это очень важный момент, потому что это говорит о достаточно высокой осознанности среди граждан шумерского города.
У историков есть даже теория о том, как мог бы выглядеть этот совет общины. Все по принципу того, что на небесах, то и на земле. Как я говорил, шумеры пытались проектировать на свое общество то, что они считали было у их богов. На совете общин присутствовали старейшины, главы или лидеры родов, которых было около 20, как правило, в зависимости от города. Также считается, что был еще главный судья и верховная жрица, которая была самой главной женщиной. Она была главнее даже, чем жена царя. Рядом с ней также был и верховный жрец, жрец-предсказатель. И еще там был представитель торговых агентов Тамкар, то есть, говоря современным языком, представитель бизнеса, торговцев. Потому что торговля для шумеров была главной. Торговля была частью их культуры. Они очень много торговали. Но они не только торговали. Они через торговлю решали свои дипломатические вопросы с другими государствами на Ближнем Востоке. Более того, по всему Ближнему Востоку были представительства шумеров. Это что-то вроде современных посольств. И через эти представительства они распространяли свою культуру, свою религию и даже свою письменность. Потому что клинопись начали использовать потом весь Ближний Восток. Мало кто об этом знает, поэтому запомните это. Из этих групп людей и состоял главный совет города. Храм был организационным центром, как у нас, например, здание парламента. И что самое главное, царь города, или другими словами мэр города, он избирался там советом. То есть в начале своей истории у шумеров была демократия. Никто не рождался царем и не передавал свою власть, свою божественную власть своим детям. Это потом произошло под конец империи, как часто это бывает в истории, когда президент какой-то страны так сильно закручивает гайки, что из президента превращается в царя, который правит, правит, правит и правит. Но в начале своей истории у шумеров такой монархии не было, запомните это. Из кого же они выбирали себе царя? По-разному было, но, как правило, этот человек был один из жрецов, потому что царь – это человек, который должен быть посредником между Богом и жителями города. Помните, я говорил, что иногда в их эпосах говорится о том, что жители города снизу смотрели, как их царь общается с Богом, который выходит из своего храма. Эти все детали крайне важные, потому что они нам говорят, что этот человек должен быть, скажем так, определенного склада ума и психики, чтобы выдержать этот напор божественной энергии, которая исходит от богов, если говорить эзотерическим языком. Что же входило в обязанности этого царя? Царь шумеров – это, по сути, тот же самый мэр любого современного города. Он выполнял функцию городского менеджера. Его называли Эн. Он отвечал за строительство в городе, за архитектуру, за внешний вид города, за то, чтобы хорошо работала инфраструктура. Это, например, строительство каналов, дамб, которые защищают город во время наводнений, за строительство рвов, заграждений, ловушек. Вот это все, что защищает город от всяких там разбойников, грабителей, которые очень часто нападали на города и на жителей в округе. Помимо царя города, они также еще выбирали и военного царя, которого называли Лугаль. Это, по сути, был генерал городской армии. Он отвечал за войско города и за военные походы. Шумеры постоянно с кем-то воевали. То за территорию, то за ресурсы, то еще за что-то. В общем, этот генерал редко бывал в самом городе, он постоянно был на фронте, скажем так. И, как вы понимаете, из истории очень часто военные генералы, которые имеют любовь и преданность своих солдат, они совершают государственный переворот. То есть силой забирают власть у царя, которого избрали мирные городские жители.
Такое случается во всех культурах, поэтому очень часто цари после каких-то многих военных побед стараются тихонечко усыпить своего военного генерала, чтобы он не сделал переворот. По этой причине, к слову сказать, Сенат Древнего Рима сделал заговор против Цезаря, великого полководца с большими военными победами. Политики Рима, 20 человек, каждый демонстративно заколол его на общем собрании, чтобы Цезарь не стал диктатором, монархом, и чтобы Рим оставался республикой, демократией, чтобы вся власть правления не была в руках одного человека. Это, назовем это так, политическое испытание случилось и у шумеров. Военные генералы, имея за собой армию, в какой-то момент начали делать государственный переворот, в результате чего они получают всю власть и становятся монархами, которые передают свою власть только по наследству. И шумерская демократия постепенно исчезает. Вместе с этим исчезает и прямая связь с богами, которая была в начале их цивилизации. Боги все меньше и меньше выходят из своих храмов на горе с речью к жителям. В общем, классика. Все в конце концов после этого начинает катиться в тартарары. Посмотрите на эту карту. Это итальянская карта Мискузи. Тут вы видите, как расширялась шумерская цивилизация, куда доходили границы ее культуры. Ранний этап начала истории их цивилизации возникла вот в этом месте, помеченным красным цветом. Видите, маленькое такое место было. Затем, когда к ним присоединился аккадский народ, так называемый в истории шумерско-аккадский период, их границы расширились. Они вместе с новым народом начали завоевывать новые земли. В вавилонский период при правлении Хаммурапи они уже идут к тому, чтобы стать империей. Правили от моря до моря. Затем настал ассирийский период. Это уже настоящая империя. По карте видно даже, что Египет когда-то был завоеванный культурными наследниками шумеров. Покажу вам еще, условно говоря, портреты, чтобы вы ориентировались в искусстве шумерской скульптуры. Это скульптура классического маленького шумера. Это ранний этап. А это Саргон Аккадский, царь аккадского периода, который построил первую протоимперию и который стал основателем династии шумерских правителей, который захватил шумерские города и впитал их культуру. Это Хаммурапи, тоже военный полководец. При его правлении Вавилон стал центром Великой империи. А это уже ассирийский царь. Обратите внимание, его тоже изображают с оружием, как военного. При его правлении уже была полноценная империя. Она по карте показана светло-зеленым цветом. Обратите свое внимание на то, как эволюционировал портретный образ шумеров. Сначала это были вот такие вот простые скульптуры, без волос, лысые, с широко открытыми глазами, а затем они становятся бородачами, шлемы с оружием и так далее. То есть то, что я вам говорил, когда демократия закончилась и на престол царя пришли генералы с военной армией. Аллора, давайте подводить итоги. Я хочу подвести итоги лекции всего сказанного немножечко необычно. Я хочу это сделать, рассказав вам о идее о загробной жизни в шумерской религии. Как мне кажется, она лучше всего дает характеристику этой великой цивилизации и всей ее культуры. Кто такие шумеры и в чем их уникальность? Особенность этой цивилизации, особенность их ментальности в том, что они жили тем, что у них есть какая-то общая цель, общее дело. Они все делали с мыслью о том, полезно ли это, нужно ли это для их общины. Они очень сильно были сконцентрированы на жизни, которая происходит здесь и сейчас, которая происходит здесь, на Земле. Знаете, иногда мы с вами говорим, что жизнь у нас одна, что нужно жить здесь и сейчас, наслаждаться, ловить момент, быть счастливым и делать счастливым своих близких.
Ведь что будет после смерти, нам, будем честными, совершенно неизвестно. Может быть, что-то будет, а может быть, ничего не будет. Может быть, будет что-то хорошее, а может быть, что-то плохое будет. Киса, кто знает. Поэтому не трать свое время и свое здоровье. Вот это и была, если кратко, жизненная установка шумеров. Это было их реальным девизом. Если посмотрим на их мифы про жизнь после смерти, про загробный мир, то мы понимаем, что для нормального, здорового шумера там ничего нет. Шумер-эзотерик, конечно, там что-то найдет себе, реинкарнацию, рай, ад, вот это все такое, полный набор, какой хочет. Но если серьезно говорить, то в мифологии шумеров загробный мир, который называется у них двумя словами. Первое слово это Кур. Интересно, что таким же самым словом они называют свои горы, где живут их боги. Но тут нужно еще добавить, что в мифологии это другие горы. Горы, с которых приходят всякие там катаклизмы, наводнения, потопы, военные конфликты. Горы, с которых приходит чья-то армия, которая хочет их завоевать. То есть это что-то вроде чужой земли, чужой горы. В прямом смысле это подземная пещера, из которой нет выхода, нет возврата. Шумеры буквально считают, что когда их хоронят, закапывают в землю, то они попадают в подземную пещеру, просачиваются как-то, где вообще ничего нет, пустота, темнота, нет ни воздуха, нет еды, вообще ничего нет. И в этой пещере они живут под властью сестры Иштар, которую называют Эреш-Кигаль, которая сидит на своем троне из костей. И в этом царстве мертвых умершие люди просто существуют, без всякой радости, без всякого дела. И если при жизни человек имел каких-то наследников, детей или друзей, которые любят его и которые жертвуют на могиле какую-то еду, то они могут в этом мире загробном получить какой-то хлеб и иногда даже попить чистую воду. Причем, если ты при жизни был какой-то великий и хороший царь, то ты в этом мире можешь получить даже иногда жареное мясо. То есть в этом загробном мире шумеров все было очень грустненько. Для всех, кем бы ты ни был при жизни, ты в любом случае попадаешь в этот мир. Если ты был хорошим шумером, не грешил, не делал зла своим близким, то после смерти тебя иногда могут покормить бутербродом. Исходя из этого, шумеры, зная, что конец для всех одинаковый и он грустный, для кого-то больше, для кого-то меньше, но для всех он по-любому будет грустный, они, соответственно, и при жизни жили так, что они были сосредоточены на жизни здесь и сейчас. Так же, как и их жизненные планы, их жизненные цели были направлены на жизнь, которая у них есть сейчас. Поэтому они старались приводить свою жизнь в порядок намного быстрее и эффективнее, так же, как и их боги. Зачем страдать сейчас, если после смерти ты и так будешь страдать? Поэтому, если у тебя депрессия, бери себя в руки и давай быстрее возвращайся к жизни, потому что жизнь одна и она коротка. Так же само делали и шумеры, которых, как я говорил в начале своей лекции, называют еще и цивилизацией глины, которые вечно колупаются в глине и что-то там из нее строят. Так же, как их боги, которые делают так, чтобы небо было вверху, чтобы земля была внизу, чтобы потоки вод, ветра шли через землю и вырывались через вулканы вверх, что внизу, то и вверху. Все логично, все понятно. Шумеры старались повторять все за богами. Они старались так же, как боги, преображать и улучшать этот мир. Если боги занимались тем, что преображали космос, звезды, небесные светила, то шумеры занимались тем, что преображали землю, на которой живут и на которой существует их общество, их община. И свою цивилизацию они пытались строить по этой идее постоянного строительства и постоянного улучшения. Как сказано в шумерском главном эпосе о Гильгамеше, хозяйка богов Сидури сказала царю: «Пей, ешь, веселись, танцуй, носи светлые одежды, радуйся, что живешь каждый день, радуйся, что ты здоров.
Цени то, как ребенок нежно держит твою руку. Своими объятиями радуй своих близких. Только в этом смысл человека. Такие слова божество сказало царю, чтобы он передал их шумерам, жителям своего города. На этой ноте наша лекция кончается. Надеюсь, она вам понравилась. Надеюсь, она натолкнула вас о чем-то задуматься. Я обнимаю вас. Обнимите и вы ваших друзей. Возьмите их за руку и пойдите вместе в кафешку или на пикник. Поиграйте вместе в настольные игры. Не забывайте, что жизнь одна. Будьте осознанны, как шумеры. Бачо.